Здравствуйте! Проходите, дорогие рукодельники и рукодельницы. Давно вас жду. Ну вот, наконец-то я переехала в новую квартиру. И сейчас я вам покажу свою новую квартиру, чтобы, отчитаться перед вами, что и как. Правда, еще не все разобрано, не все повешено, но частично уже кое-что есть. И показать хочу вам, как тут все устроено у нас. Правда, квартира намного меньше, чем та, в которой я жила раньше, на целых 8 метров меньше. Это очень много, но ничего, буду привыкать, что делать. Проходите, пожалуйста, покажу. Начнем с кухни. Кухня у нас такая более-менее, не очень маленькая, около 11 метров. Вот всю мебель и технику мне дети оставили наши. Сын с невесткой все нам оставили, ничего не стали забирать. Вот холодильник и посудомоечную машину, о которой я даже никогда не мечтала. Вот, а теперь у меня есть. Вот такая плита, к которой я еще как следует не привыкла. То кипит, то не кипит. Я вообще не понимаю, что это за плита такая странная. Вот люстру они мне оставили. Здесь я иногда вышиваю, поэтому на столе лампа настольная у меня. Так что здесь иногда я в уголке вышиваю, сижу. Вот тут чуть-чуть я уже приколотила свои работы, но немножко криво, надо перевешивать. Вот когда сюда отошла, я одна пока дома была, тут колотила, но одной сложно, надо смотреть, чтобы куда сместить больше. В то время, когда я вышивала эту работу, я еще была неопытной вышивальщицей и расположила канву неправильно, не горизонтально, а вертикально. И у меня вот здесь не хватило места для того, чтобы дошить и дать воздуха. И у меня получилось, что вот здесь отрезаны листики. Но это частая ошибка людей, которые только-только начинают вышивать. Поэтому, когда начинаете вышивать, обязательно смотрите внимательно, как нужно расположить канву, вертикально или горизонтально. Но это вот одна из моих первых работ, и оформляли мне ее на Пушкинской. Мне очень нравится багет, как ее оформили, молодцы. Девочки, которые оформляли, мне очень нравится оформление. Вот у них я и училась этому оформлению. Вот, остальное все оформлено у меня в мастерской, у нас, в нашей мастерской, остальные все работы. Ну, а теперь пойдемте на лоджию. Здесь я недавно накупила фиалок себе. Вот пришлось закрыть вот эти вот, забыла, как это называется. Пришлось закрыть занавесками, потому что цветы выгорают страшно, боятся таких прямых солнечных лучей. Вот такие фиалочки я накупила. Тут пока вот они цветут так здорово. Думаю, надо купить, пусть порадует глаз. Такая красота. Вот это вообще миниатюрка. Вот она уже отцветает, но тем не менее вот видно. Вот такие гераньки. Герань мне подарил мой одноклассник на новоселье, можно сказать. Вот такая вот красота у меня. Вот здесь фигурки. Вот эти, это я привожу из разных своих поездок. Вот это из Голландии. Вот это с Тенерифе. Вот это я даже не знаю, где, откуда-то тоже из Испании, по-моему, привезла. Вот эти вот, откуда-то привожу маленькую какую-нибудь миниатюрочку, такую маленькую фигурку. Но самое интересное — вид из окна у меня. Но это мы посмотрим, наверное, скорее всего, из комнаты. Пойдемте. У меня же еще смешная история была вот недавно. Я хочу вам ее рассказать. Так, вот здесь я вышиваю, сижу. Так, сейчас я вам покажу. Только получится ли. Такое яркое солнце сегодня. И вот смотрите, какой у меня вид из окна. И уточки, и чайки тут. В общем, 5 видов птиц я насчитала. И вороны, и голуби. А вечером сколько народу выходит, можно просто породы собак изучать здесь. Потому что
Ну, всевозможные собаки красивые ходят с хозяевами, выгуливают хозяев. Собаки выгуливают хозяев. Вот такая красота у нас. Вечером видно Исаакий, и видно Троицкий собор, и Владимирские купола видны, и кукурузу нашу газпромовскую тоже можно увидеть с балкона. И здорово, и когда салют, все это, здесь такой классный вид, и вы видите, какая красота из окна. Это просто можно сидеть и часами просто любоваться этим видом. И город шумит тут недалеко, можно сказать, вот проспект Славы. Видите, и здесь такие высотки красивые, дома очень интересные, архитектура. Очень здорово. И с левой стороны еще один парк. Тоже там парк, но здесь плохо видно из-за домов, но если туда пройти дальше, там тоже очень красивый парк. Вот тут у меня такой вышивальный уголок. Вышиваю я здесь днем, когда светло, а вечером включаю вот эту лампу. Увеличительное стекло у меня здесь. Это лупа большая, мощная. Но как-то я ей больше пользуюсь как лампой. Потому что все-таки мне больше нравится вот это на голову. Вот это мне больше нравится, я ей пользуюсь. А эту включаю как свет. Вот такая у меня корзинка. Это мне Алена подарила, прислала фруктовый букет такой, не помню, какой-то был праздник или принес курьер мне целую корзину фруктов. И вот этой корзиночкой я теперь пользуюсь, все время Аленушку вспоминаю. Алена, спасибо огромное. Все время помню, и мне она так нравится, эта корзинка, я вот ее использую для вышивки своей. Все туда складываю, ножницы, нитки, схемы. Так что вот. Ну, что еще показать вам? Даже не знаю. Ну, пока еще здесь стены пустые, как вы видите, еще и все не повешено. Потому что тут, чтобы развесить, мне нужна помощь. И я сама уже не рискую, чтобы не зря стены не колотить, эти крючки свои волшебные. Сын хотел мне сделать галерейную подвеску, но я говорю, ой, да ладно. Эти крючки тоже не портят, и с ними очень удобно, отлично, можно вешать, перевешивать 100 раз. Так что все крючки, которые у меня были, я их все поснимала из старой квартиры. Никаких следов не осталось, так что вот. Там, конечно, были точечки такие меленькие, но это все ерунда. А квартиру ту я заново переклеила, купила новые обои, все оклеила. Перед тем, как уехать, все поклеила. Сдала квартиру в чистом виде. 10 лет все-таки мы прожили там в этой квартире, так что вот решила, что нужно оставить ее чистенькой, и все оклеила. Женщины пришли, маляры, и мне все оклеили заново. Еще у меня там остался один цветок, который никак забрать не могу. Большущий кактус, он выше меня ростом, поэтому мне помощь нужна будет его сначала упаковать, вот, чтобы его перевезти подальше. А еще у меня какая смешная история тут недавно была, позавчера. Звонок на телефон. Татьяна, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте, меня зовут Дима, я хочу вас пригласить на открытие нашего массажного салона в городе Челябинске. Я говорю, ура, как здорово! Еду к вам, покупайте билет туда-обратно. Но я так смеялась, что потом Дима этот отключился. Потому что я ему сказала, что я вообще-то в Санкт-Петербурге живу. Не знаю уже, каким образом попал к нему мой телефон. Вот. Наверное, кто-то из челябинских девочек пошутил и дал ему мой телефон, скорее всего. Ну, в общем, я так хохотала, что я прямо не могла остановиться, и он отключился в результате. Было бы интересно съездить, конечно, в этот массажный салон на открытие. Так что вот такая история интересная. Ну что, больше так особо ничего и не происходило. Вот полечили меня, конечно, доктора, они все молодцы, они герои, они
самоотверженно так работают. Медсестры, санитарочки, вообще все молодцы. О, муж пришел. О, привет. У нас съемка идет. Джонни, иди, так заходи, что? Давай, иди. Вот муж пришел с работы. Проходите, Николай Борисович. Никому ты, кроме меня, не нужна. Никому. Ты моя девочка, ты моя любимая, моя хорошая, моя помощница. Она все время ложится на вышивке и лежит. И я все время ее прошу, ну дай мне повышивать. Лапками цапает. Вот такая она у нас. И вот. А этот всегда у ног лежит, парнишка мой. Джоня, Джони, иди сюда. Пойдешь ко мне? Ну, пойдешь ко мне? Ты мой мальчик. Ты мой золотой красавчик мой. Подстригли его. Тереза нам. У нас постоянный грумер, который стрижет его уже 8-й год. Вот ему 7,5 лет, ну, немножко меньше, чем 7,5. И его постоянно стрижет один и тот же грумер. Тереза зовут ее. Она его прямо целует в носик. У нас в этом зоосалоне он у них на логотипе. Так что вот так. Вот такой вот у нас Джой. Этот зоосалон находится на Звездной, называется Монмаранси. И там очень хорошо все делают, стрижечки, все так замечательно. Поэтому всем рекомендую туда обращаться. И на логотипе моя собака. И у них прямо над входом фотка его висит. А вот Рику нам не надо стричь. Она у нас и так красивая. Да, Рикуша? Она немножко, конечно, такая своенравная, полудикая. Ну, может, ни с того ни с сего взять и кусить. Потом начнет лизать тебя. Вот как хорошо. Вот она только что первый день приехала с дачи у нас. Еще в себя никак не может прийти в квартире. Ей не очень здесь комфортно. Там-то она на воле гуляла, а здесь вот приходится в 4 стенах. И тут квартирка поменьше, не разгуляться особо. Но вышивать помогает. Вот эту я вышивала до болезни. Ну, как-то она у меня очень сложно идет, почему-то трудно. Ну, самое главное, лицо получилось. Вышила я его хорошо, аккуратно. Дальше, если даже накосячу, я думаю, что не так сильно будет заметно. Главное, вышить лицо правильно. А вторая, вот, которую я вышивала в больнице, вот это вот, Сарамон. Мне она очень нравится. Это Ланарте фирма. Осталось мне чуть-чуть, но тяжела она тем, что нитки настолько светлые, и на светлом фоне вышиваются очень тяжело. Надо вот эти вот ниточки все время считать, все время отсчитывать 2 вправо, 2 влево, 2 вниз, 2 вверх. Поэтому очень сложно. Личико я тоже вышила без проблем, а вот дальше это вот пошло немножко сложновато, потому что нужно все время проверять, и чтобы совпало. То с одной стороны вышиваю, то с другой. Нужно, чтобы они состыковались правильно. Ну, может быть, где-то чуть-чуть есть косяки, но я думаю, что это не сильно будет заметно, потому что у меня ни одна работа без косяков не проходит. Обязательно косяки. Но тем и ценно. Я всегда свою работу узнаю, потому что я знаю, где я натворила дел неправильных. Ну вот, скоро вот я ее закончу и буду оформлять. А вот это у меня дальше будет продолжаться процесс. Еще одну хочу сейчас начать работку. Ну, потом я вам ее покажу, может быть, в каком-нибудь ролике. Мне ее подарила Татьяна из Усинска. Там такая девушка, она лежит на диване, спит, и
Она мне как раз Татьяну и напоминает. Если вот это мне напоминает Татьяну Федину, нашу замечательную вышивальщицу питерскую, то та мне напоминает как раз Танюшу, которая мне ее и подарила, ту вышивку. Так что вот это будет у меня связано с больницей, с пандемией, потому что я насмотрелась там в больнице, как люди болеют, как тяжело очень переносят эту болезнь, и как врачи борются с этим всем, как им тяжело в этих скафандрах, в этих костюмах ходить, все время в масках, все время в очках. Очень трудно, конечно, бедные они. Мы в легких халатиках, нам жарко, а они вот в этой всей амуниции, в резиновых ботиночках. Это вообще, конечно, кошмар полный. Ну вот, они герои. Они герои. Им надо всем давать звезду. Героев России обязательно. Начиная от водителей скорой помощи, заканчивая нянечками, которые все там намывают, убирают, потому что в больнице очень чисто, порядок. Правда, я эту пищу первый день есть не могла. На второй день мне уже было нормально, более-менее. На третий день я уже ела спокойно, а на четвертый день я вообще мне все понравилось. Так что вот так. Ну, я надеюсь, что скоро я выйду на работу и продолжу свою деятельность. Начнем быстро оформлять все красиво, чтобы все было удачно, все было гармонично. Будем стараться. И надеюсь, что скоро мы поедем в Москву, наконец-то. Я думаю, что не будет второй волны. Мы не хотим второй волны, и ее не будет. Так что надеюсь, что скоро мы приедем в Москву. А в Москву мы поедем, чтобы повидаться с нашими девочками и сказать, что не так страшен черт, как его малюют. Пандемия пройдет, а мы будем жить, и все будет у нас хорошо. Так что меня даже пандемия не берет. Вот видите, что делается? Вот такая я колдунья. Просто удивительно, потому что все так боятся, а я как-то сильно не запаривалась на этот счет. И вот даже будучи лицом к лицу с людьми, которые серьезно это все переносили, мне это как-то все ничего не пристало. Но зараза к заразе не пристает, видимо. Надеюсь, что меня выпишут 15 числа, потому что 14 я иду на прием. Анализ крови у меня уже взяли. Девочка, кстати, в поликлинике, ну, настолько ручки золотые, так аккуратно, раз, и попала в вену. И взяла у меня кровь без всяких там синяков, без всего. Вот. Так что медики молодцы, молодцы. Они самоотверженные, они столько сил отдают сейчас на то, чтобы нас отстоять у пандемии, у этого коронавируса. Я надеюсь, что все будет у нас хорошо. И надеюсь, что я 15-го выйду на работу, и мы будем дальше работать, и все будет хорошо. Вы знаете, дорогие мои друзья, я думаю, что я не заболела, и все у меня так быстро прошло, потому что мне столько пришло отзывов и пожеланий здоровья, что это все ваши пожелания подействовали. Поэтому я так быстро, даже сами доктора удивились, что меня за 1 неделю вылечили, хотя меньше 2 недель еще никто там не лежал, а я всего 1 неделю. Всем огромное спасибо за то, что желали мне здоровья и добра, и я всем тоже в ответ желаю здоровья, чтобы никто не заболел ни коронавирусом и вообще ничем не болел. Особенно вышивальщицы и вышивальщики. Всем желаю здоровья. И спасибо вам огромное, что вы так тепло приняли ролики от Иветы. Я посмотрела, мне очень понравились. Так что у меня есть смена достойная, которая меня подменит, если что, и будет продолжать наши эфиры. Спасибо всем огромное, преогромное. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!